Итак, дорогие друзья, я хочу вам подарить один очень эффективный, хороший денежный ритуал, который вы можете добавить к своим, э, скажем, к своим книгам теней и хранить и пользоваться. Дорогие друзья, во все времена были банки. Правда, банки назывались немножко по-другому. Всем добрый вечер. Их называли трапезный стол, например, на Руси. Там, где разменивали деньги. Мне звонить не нужно, мне нужно писать только СМС. И номер мой есть у меня на канале, потрудитесь искать. Там, где разменивали деньги, во все времена были ростовщики, богатые купцы, которые давали взаймы даже, скажем, людям из высшего общества. Власть, дорогие друзья, строится на деньгах. Если у короля, у царя, у императора не будет возможности содержать войско, никто просто так не будет воевать за него. Власть держится на деньгах, власть держится на тех высших слоях общества, которые служат тому или иному властимущему. Поэтому все здесь связано с деньгами. Однако существует определенный эгрегор, денежный эгрегор. Когда человек открывает свой личный счет в банке, даже если он туда ложит копейки, но если он работает, если он развивается, со временем банковский эгрегор начинает давать ему определенную силу, усиливает его денежную энергию. Знаете почему? Потому что человек себя связывает с эгрегором богатых людей. Банки служат богатству. Если ты ложишь деньги в банк, либо берешь, скажем, карту, да, банка, ты привязываешь себя к эгрегору денег, к эгрегору богатства. Ты внедряешься в мир богатых людей. Если ты занимаешься чем-то, скажем, ты человек самозанятый, ты чем-то занят и что-то делаешь, да, для себя, для развития своего дела, то со временем ты замечаешь, что твоя сила, она, как вам сказать, притягивает эту удачу, денежную удачу и фарт. Я показываю, что нужно для этого ритуала. У меня статуя фортуны. Если у вас нет статуи фортуны, то ничего страшного. Давайте не ищите глупые вопросы, пожалуйста. Мне сейчас не до ваших глупостей, правда. Итак, вам для призыва богатства нужно показать богатое убранство. Если вы призываете силу богатства, вы должны призывать к богатству. Знаете, да, говорят, деньги липнут к деньгам. Вот это тот самый случай. Если вы будете призывать богатство рисом, пластмассовыми какими-то штучками, если вы будете призывать богатство одной свечой во всех ритуалах, то навряд ли к вам придет богатство. Мне просто очень смешно, когда люди призывают богатство на столе, на полу, я не знаю, абсолютно нищенской обстановке призывают, значит, силу богатства. Богатство прилипает и приходит туда, где есть богатое убранство, где есть намек на богатство и достаток, понимаете? Так вот, вам нужно взять натуральный мех. Мне когда говорят, вот где я возьму это, где я возьму то, где, а как мне вот это... Я даже, ну, берите другие ритуалы, где не требуется натуральный мех. Таких ритуалов тоже немало.
Натуральный мех, когда вам говорят, вы носите на себе кладбище, энергию смерти. Дорогие друзья, если бы мы носили на себе кладбище энергию смерти, то тогда объясните мне, пожалуйста, и вообще этим умникам тоже объясните, что шаманы, которые пользуются мехами животных, которые убивают животных, которые убивают, скажем, животных определенным способом, да, ритуальным способом, а после их черепа хранят и части их тел, там, части, скажем, их меха, тогда получается, что они тоже привязывают себя. Нет, они берут энергию животного для того, чтобы энергия животного усиливала их энергию, понимаете? Поэтому мех, кожа – это энергия, живая энергия, не более того. Начнем. Вам нужно постелить на стол натуральный мех. Любой мех, какой хотите. Норка, чернобурка, еще что-нибудь. Там писец, мутон и так далее. Далее. Естественно, синтетика, она отвергает богатство, дорогие друзья. Отторгает богатство стеклянные вещи, отторгает богатство бижутерия. Это все призывает нищету. Богатство привлекает только натуральные камни, только натуральные меха, кожа и так далее. Если у вас нету столько различных камней и колец, никто вас не принуждает прямо искать и находить их для этого ритуала. Положите на стол то, что у вас есть, чтобы это приумножилось потом. Возьмите различные деньги, возьмите доллары. Вот у меня белорусские деньги, значит, наши российские деньги, доллары, австралийские деньги. У меня еще были деньги, я куда-то их положила, как-нибудь вытащу. Абсолютно различные деньги. Чем больше различных денег, тем будет лучше. Но если у вас нету, то возьмите то, что у вас есть. Да, они работают, конечно, потому что вы через себя пропускаете. Я даже просто обучая вас, и то замечаю, как быстро у меня перемены идут. Спасибо большое. Итак, стелим на стол натуральный мех, положить деньги, положите все, что можете, можно и такие деньги. Но желательно деньги, которые сегодняшние. Со старинными деньгами я потом вас научу работать. Лучше положите те деньги, у которых есть энергия сегодняшняя. Мне иногда спрашивают, а можно ли там советские деньги? Нет, конечно, советские деньги уже не работают. Советские деньги не имеют, скажем, хорошо, Максим, спасибо. Не имеют уже энергии. Зачем они нужны? Нам нужны те деньги, которые живые, которые притягиваются с других стран деньги. А то, что уже не живое, оно вообще, оно имеет какое-либо значение? Нет. Итак, украшение, деньги, мех. Значит, начинаете говорить. Говорить нужно 6 раз. Вы создаете некую силу, энергию денег и движение денег. И вы призываете силу денежную в ваш дом. А каким образом это делать, я вас сейчас научу. Итак, сейчас, секунду, поставлю эту красоту. Читать надо 6 раз. Через некоторое время вы заметите, что отовсюду к вам будут приходить денежные довольства. Мне иногда пишут, ой, вы прямо вот даете, вот пенсионерка сидит там, и что у нее сейчас будут богатства. Если она просто сидит, у нее, конечно, ни хрена не будет. Ну так не надо никакие, какие обряды, там нет никаких обрядов. Мне не нужно вот эту вот хрень за обряды принимать. Там дурачат вас и все. И правильно делают, раз вы идиоты. Ритуал называется хранилище денег. Вот эти камни тоже
натуральные самоцветы, поэтому я их поставила. Ваш дом как бы визуально превращается в хранилище денег, понимаете? Если пенсионеры просто сидят и ждут, чтобы у них миллион упал с воздуха, такого быть не может. Но если пенсионеры занимаются чем-то еще помимо своей вот этой жизнедеятельности, например, вяжут, например, там рисуют что-то, что-то продают, что-то, какие-то камни отправляют, тогда у них будет денежное довольствие. Для того, чтобы денежная энергия работала, вы должны отдать этой силе свою энергию. А свою энергию это значит искать, значит, очень интересно. Интересная картина получается. Значит, вы должны искать для себя занятия, вы должны потратить время, вы должны чем-то заниматься для того, чтобы пожертвовать своей энергией, понимаете? Поэтому если мне пишут, ой, я только вот сижу дома, у меня тоже вот можно сделать, и у меня будет там деньги из ниоткуда. Ниоткуда вам не будет. Для чего я даю свои денежные ритуалы? Для того, чтобы человек, который работает и стремится, у него была удача. И чтобы эта удача ему помогала заработать на своем труде. Если вы ничего делать не будете, будете сидеть, понятное дело, что с воздуха у вас реально, действительно ничего не получится. Просто так вам никто в дверь не постучит и не скажет, то есть миллион тебе дать или нет. Вот это однозначно не будет. Итак, начнем. Натуральный мех, на столе деньги, украшения и читать 6 раз. Проведите этот ритуал хотя бы раз в неделю, и вы заметите очень большие сдвиги в вашей жизни. Проведите. Я взываю к силе темной, я взываю к силе светлой. Благословите мое дело, благословите мое желание, присвойте мне богача звание. Я взываю к силе денежной, к эгрегору богатых, к душам древних ростовщиков, богатейших купцов, удачливых торговцев. Луной среброликой к вам взываю через леса дремучие, через реки полноводные, через древние века, через двери дворцов, из казны султанов, шахов и царей. Все богатства земные, видимые и невидимые, придите в мой дом. В моем доме отныне денежное хранилище. Поделитесь со мной богатством. Вам меньше не станет, а мне прибавит, а мне счастье прибавит. Извиняюсь. Силы магии, придите в движение, да исполнится сказанное. Мой дом хранилище денег отныне. Мой дом денежный амбар. Поделятся со мной души богачей, удачей и фартом, и быть мне богатой, и быть мне венчанной навеки с удачей. Дом мой полнится добром, удача поселилась в нем. Дайте мне столько денег, столько злата, серебра, столько всякого добра, чтобы ломались сундуки и были полны мои закрома. Да будет так, и так будет. Луной, солнцем заклинаю, что хочу, то получаю. Потом этот ритуал я навсегда выкладываю, так что этот ритуал тоже выложит она. Она выложит внизу этот ритуал, и вы можете взять, воспользоваться, дорогие друзья. Итак, еще раз вам говорю. Денежные ритуалы не говорят о том, что деньги вам просто так придут. Если бы деньги просто так приходили, я бы давала вам ритуалы для того, чтобы вы выигрывали там всякие лотереи, всякие конкурсы и так далее. Иди сюда, Пуся. Пуся, иди сюда. Чтобы вы получали на халяву деньги. Если бы денежные ритуалы приносили доход просто так, из ниоткуда, из нечего делать. На самом деле... Не очень, ничего страшного. Это не конец света, если звук не очень. На самом деле,
Денежные ритуалы дают удачу и открывают двери к деньгам и притягивают деньги к тому человеку, который эти деньги хочет заработать. Не просто хочет получить из ниоткуда, ничего не делая, а зарабатывает. Понимаете? Вот работает человек, и у него ничего не получается, не идет ничего, не приходит эта удача. А здесь берет, делает ритуалы. И у него приходит удача, у него получается, его работа дает результат. Вот для чего денежные ритуалы. Если нет удачи, сколько хочешь работай, ничего не получится. Если есть удача, немного работаешь, уже липнут к тебе и деньги, и богатство, и довольствие, и все такое. Пользуйтесь на здоровье. Я иду, у меня еще дела. И потом, естественно, на все остальные дам ответы. Кстати говоря, хочу сказать тем, которые здесь присутствуют, минут через 20, наверное, с чем-то я хочу провести цыганское предсказание, потому что меня все время просят. Вот я решила провести цыганское предсказание для вас еще раз с моими любимыми картами цыганскими. Да, буду опять шокировать свою публику. Опять буду шокировать. Всем удачи и всех благ. Ну, минут 20, полчаса. Насколько это зарядится, тогда подойду. Всего хорошего.